Добрый день, друзья! Это пасека Лаврова. Сегодня 15 ноября. И у нас очередная работа по моей технологии. Обычно, как правило, мы поздней осенью делаем профилактику от воротоза семей бипином. Обычно по инструкции нужно выполнять это осенью, когда нет уже в семьях расплода, когда пчелы сидят в клубе. Это получается где-то в нашей местности, это конец октября. Но в этом году у нас погода осенью, эта осень, она теплая, и не было возможности подобрать такой момент, когда можно было обработать бипином пчел. Температура стояла выше 10 градусов, пчелы летали, и так неудобно нам работать. Нужно каждую улочку опрыскивать раствором бипина. Поэтому мы немножко все это откладывали и тянули до тех пор, пока уже пчелы сядут в клуб. Вот. И уже надежно будет, что там расплода нет. Это очень важно. Допустимо по инструкции обрабатывать раствором бипина поздней осенью пчел, когда температура где-то опускается до нуля. Нельзя, когда уже мороз, когда низкие температуры, тогда, естественно, этот раствор на воде, он будет замерзать, и пчелам будет некомфортно, и могут они, если обработать там зимой в мороз, то они могут и погибнуть. Поэтому мы и подбираем такой момент, чтобы нам удобно было вести обработку, чтобы и в семьях все было нормально. И мы обработку ведем только один раз. По инструкции, там 2 раза с перерывом в неделю, но мы обработку ведем таким щадящим способом. Один раз нам достаточно уже из своего опыта. Как мы это делаем? Обычно это берется мерный шприц, когда уже по делениям уже не ошибешься, каждую улочку приливается там 10 грамм. А мы, значит, льем и уже из практики, мы уже отработали этот процесс, поэтому мы работаем, дай, пожалуйста. Мы наливаем раствор в полиэтиленовую бутылку, здесь 1,5 литра. Раствор делаем ампулами 1 миллилитр на 2 литра. Сделали этот раствор и в бутылке залили. Допустим, вот это бутылки хватает на 15 семей. Вот так все расчет. Как мы норму пролива соблюдаем? Ну, я же говорю, что уже у нас сложилась практика, что мы ведем как бы счет. Проливаем, вот видите, льется, и мы счет ведем. На этот счет до 8 норму на одну улочку мы уже знаем. И когда проходим все семьи, 15 семей, если полная бутылка, то у нас конец получается. То есть мы норму соблюдаем. Еще немножко я пролив делаю меньше по краям, потому что с краю на улочках пчел сидит меньше. Как бы он бы в улочках шар образуется клуба, как бы шар. И в середине наибольшее количество плотно сидят пчелы, там в середине и матка, там и пчелы сидят плотнее, а уже крайние улочки меньше, поэтому нет смысла на крайних улочку проливать то количество, которое используется в середине, допустим, улочки. Немножко проливается меньше. Ну, я вот из этого исхожу. Теперь мы вам покажем, как это мы делаем. Ну, учитывая, что пчелы сидят уже в клубе, они тихо. Сегодня температура где-то 5 градусов тепла сейчас. Это все допустимо. При такой температуре можно вести обработку. Кто-то мне писал в комментариях, что ниже 10 градусов тепла обработку вести нельзя. Это не так.
Вот, я из своей практики знаю по инструкции, что можно до нуля, если температура, чтобы не было морозов. Чтобы мороза не было, и ввести можно обработку, чтобы отрицательных температур не было. Значит, смотрите, у меня накрыто мешок утепления верхний, и я закрываю свободную часть, где у меня доска. У меня улочки закрыты планками. Вы уже многие знают мой улей, конструкцию этого улья. И я открываю улочку. Вот почему мне удобно. Я открываю улочку, видите? И мой напарник проливает меньше. На крайнюю улочку она меньше дает по счету. Примерно она считает сколько. И чуть-чуть увеличиваю уже, исходя к середине. Чуть-чуть увеличиваю. Вот, пчелки уже загудели. И я вижу, в улочках пчелки сидят. Они вверху не будут сидеть. У меня рамка высокая, поэтому они сидят внизу, около литка, а вверх мед остается. И вот они, я вижу их там, пчелки. Вот они уже загудели. Вот, даже вылетают. Вот одна вылетела. Пчелка одна уже, они видно хорошо, пчелы. Если бы было тепло, и они бы не были в клубе, они бы здесь вылетали, ну, было бы нам неудобно работать. Ну, это нерационально так. И возможно, что при таких температурах высоких есть расплод. Вот, возможно, у нас в этом году расплод был допоздна. Поэтому вот дотянули до ноября. Сегодня 15 ноября. Вот когда мы сделали только обработку бипином. Видите? Поэтому не всегда нужно следовать инструкции по времени обработки. Вот мы обработали. Я одновременно увидел, что здесь увидел пчел и услышал, как они, ну, они немножко будут возбуждены, конечно, но они успокоятся. Там через 2 дня уже похолодает, они за это время успокоятся, все, придут они в норму. Вот, и мы таким образом вот провели обработку. Не забывайте, ставьте лайк, подписывайтесь. Участвуйте в комментариях, задавайте вопросы. Может, кто не согласен с моим мнением. Будем дальше работать.